В один из холодных осенних вечеров, когда воздух был наполнен запахом прелых листьев и влажной земли, Эмма решила отправиться на прогулку в лес за городом. Она часто приходила туда, чтобы очистить голову от суеты города и услышать тишину. Но в тот раз тишина была прервана едва различимой, надтреснутый лай доносился откуда-то из глубины зарослей. Следуя на звук, Эмма наткнулась на старого служебного пса Г9. Он был худой, грязный, с тусклой шерстью и потухшими глазами. Пес сидел у дерева, к которому был привязан ржавой цепью. Вокруг обглоданные кости, пластиковая миска и пустой взгляд. Судя по шрамам, он прошел многое. Она молча развязала цепь и осторожно коснулась его головы. Пес не сопротивлялся. Он просто смотрел на нее, как будто пытался понять, можно ли верить. Эмма назвала его Рейден. Дома она отмыла его, выкормила, лечила его лапу и сердце. Рейден будто бы оживал с каждым днем. Он уже не прятался под столом от громких звуков. Начал вилять хвостом при ее приближении и однажды даже залаял во сне. Он остался у нее без слов, без условий. Просто стал частью ее жизни. Прошел месяц. Все стало обыденным. Утренние прогулки, игра в парке, чаепитие на веранде. Эмма снова чувствовала себя в безопасности рядом с ним. Однажды вечером, возвращаясь по знакомой тропе сквозь лес, она услышала за собой шаги. Два силуэта вынырнули из темноты. Она не успела даже крикнуть. Все произошло слишком быстро, грубые руки, крик, дыхание, пропитанное алкоголем. Но не успели они схватить ее, как в темноте раздался хриплый рев Рейдена. Он влетел в их сторону, как ураган. Его глаза сверкали, зубы впивались в ткань и кожу. Один из мужчин повалился, второй бросился в бегство. Рейден не гнался. Он вернулся к Эмме и встал между ней и лежащим на земле нападавшим. Его тело дрожало, но он стоял, готовый умереть, лишь бы ее не тронули. Полиция приехала быстро. Эмма все еще не могла вымолвить ни слова. Рейден сидел рядом, касаясь ее ноги носом, будто проверяя, жива ли она. После той ночи их связь стала крепче, чем любовь или дружба. Это была благодарность. Это была преданность, рожденная в боли и спасении. Эмма знала, она когда-то спасла Рейдена, но теперь он навсегда спас ее. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.